Российский генштаб в лице Валерия Герасимова решил похвастаться захватом Купянска-Узлового, поселка недалеко от Купянска. Чем вызвал раздраженные насмешки не только у военных экспертов, но и у всего Z-сообщества. Поселок этот находится в довольно глубоком украинском тылу. Ведь такое заявление даже не взятие в кредит, а просто вранье. Оно никак не связано с реальностью. Но нам тут интересен сам факт. Российский генштаб устами своего руководителя захватывает поселок. Уже даже не город Купянск. Уровень амбиций сильно ниже, но даже они недостижимы. Сегодня имеет смысл поговорить о политических последствиях очевидного фронтового тупика. Только сначала напомню, в описании под видео мы собрали разные способы, как вернуть себе нормальный интернет в России. Посмотрите. Тупик тупику рознь. Бывает ситуация, которая очень медленно, но куда-то додвижется. А бывает ситуация, которую на второй год войны называть перемалыванием начинает даже пропаганда. Дескать, ну да, больших успехов нет, зато мы прем как паровой каток. Многие вели свою политику и какие-то переговоры с Путиным, исходя из того, что он все равно додавит. Ну да, по коровнику в день, по хутору в неделю, по райцентру в полгода, но коровники, хутора и райцентры конечны, как и ресурсы украинской армии. Не через 2 года, так через 3. Не через 3, так через 5. Но ВСУ сломаются, и Украина падет. На тех же предпосылках строился и некоторый оптимизм провоенной общественности, объединенных сил Z-телеграмма. Повальная коррупция, мясные штурмы, взятие населенных пунктов в кредит, глобальное очковтирательство высшего начальства – это, конечно, понятно. Но мы все равно победим, просто потому что передавим. Просто потому, что, отбивая по камешку от стены, стену ты рано или поздно разрушишь. Но вся история с несчастным Купянском совсем другое дело. Этот несчастный город был захвачен в первые дни войны. Затем, в рамках контрнаступления Украины осенью 22 года, его отбили. Российский фронт рухнул. После Путин с упорством идиота объявлял Купянск захваченным, начиная с лета. Всякий раз оказывалось, что он либо не взят, либо не совсем взят, либо туда просто проникли какие-то отдельные группы с целью осуществить флаговтык на камеру. Потом и вовсе оказалось, что Украина нанесла контрудар, а все немногочисленные силы, которые успели в город проникнуть, остались в нем заперты. Теперь, спустя полгода с тех пор, как Путин объявил о захвате Купянска, и уже почти 4 года с тех пор, как его захватили впервые, стороны вновь спорят о контроле за отдельными районами города. Кто куда зашел, кто откуда вышел, кто по каким улицам может пройти и проехать, а кто по каким не может. И спор этот идет о населенном пункте, который был под полным контролем российской армии в 20-х числах февраля 22 года. Очень легко объяснить, почему многострадальный Купянск остается в обсуждении. Потому что город этот – символ фундаментального изменения позиции, которой обладает Владимир Путин. Если крошечный город с довоенным населением в 20 тысяч человек остается спорным в обороте военных сводок, это значит, что ты не продалбываешь стену постепенно, а долбишься в бетонный монолит. Если Купянск так долго остается в обороте, то бессмысленно задавать вопрос, когда Путин возьмет Донбасс. Он его не возьмет никогда. Никогда в перспективе обозримых лет не видать ему Славянска с Краматорском. Из чего исходят посредники, американцы в частности, которые предполагают отдать Путину Донбасс взамен на окончание войны? Из того, что военным путем Путин регион этот так и так возьмет. А если так, то нет ни малейшего смысла этот момент оттягивать и плодить еще больше смертей. Давайте Путину отдадим целиком то, что он однозначно захватит руинами, и всем сразу станет лучше. Станет лучше Путину, ведь он не потратит лишних денег, не убьет лишних людей, получит Славянск и Краматорск относительно целыми, а не в виде дымящихся руин. Пропаганде будет несложно объявить себя победителями. Будет лучше и Украине, в глазах посредников таких. Ведь не придется терять дополнительно бессмысленно много людей во имя защиты того, что невозможно сохранить. С нашей точки зрения, все эти разговоры об обмене территориями с людьми на них звучали диковато. Но не с точки зрения тех, кто разговоры эти вел. Для них они звучали вполне логично. Нет никакой причины множить кровь с целью отложить неизбежное, ведь неизбежное это все равно наступит. Стратегия Путина на том и строилась. Ну да, мол, я зло, но зло неизбежное. Я все равно сделаю то, что задумал.
Выстраивайтесь, граждане, в очередь, чтобы со мной договориться. Если исходить из того, что Путин в любом случае захватит все задуманное, совершенно разумно вести на этот счет торг. Вести торг о том, на каких условиях можно капитулировать Украине, сохранив побольше народу. Потому что вести торг о том, на каких условиях Путин откажется от своих намерений, бессмысленно. Никто не отказывается от своих намерений, когда имеет в виду победить. Но история Купянска демонстрирует, война не движение к победе, не движение к промежуточным даже целям. Даже просто она не движение, она намертво встала. И тут стоит вернуться к тому, с чего мы сегодня вообще начали разговор. Дело даже не в том, что это позорище говорить про захват Купянска-Узлового, куда российские войска даже и близко не подходили. Дело в том, что российское военное ведомство совершенно без стеснения выдает воображаемый захват за свою победу в конце 4-го года войны. Это явное бессилие. Его пытаются как-то компенсировать, терроризируя Украину, убивая людей морозом прямо в их домах. Степень людоедства здесь превосходит все пределы. Но, во-первых, морозы скоро закончатся. Зиме осталось меньше месяца. Дальше начнет теплеть, потребление энергии спадет, острота проблем снизится. Террор с использованием природных сил ограничен по времени. А во-вторых, непосредственно к войне террор мирного населения имеет отношение очень косвенное. От того, что в тылу будут замерзать женщины и дети, и пожилые люди, Путин никаких дополнительных завоеваний точно не получит. Война точно не сдвинется с мертвой точки. Для наблюдателей вроде нас и год, и 2 назад было очевидно, что воевать так, как сейчас, можно еще лет 10, оставаясь примерно на том же месте. Но мы раз за разом слышали, что Путин передавит. Он еще не начинал. Вот если реально разозлится и решит, то тогда все. Но теперь эту реальность не может отрицать никто. Ни Z-каналы, ни внешние наблюдатели. Шансов эту войну выиграть, достичь на ней какого-то ощутимого успеха не существует. Меняет ли это что-то? Да, меняет. В нынешнем положении совершенно непонятно, чем Путину торговаться. Все прекрасно видят, что он не может захватить то, на что уже рассчитывал, то, что уже прямо объявил публично и при всех. А если он не может даже этого, то вокруг чего вообще ведется этот торг? Чем Путин торгуется? Тем, что будет войну продолжать до тех пор, пока жив и сидит в кресле? Так тут никакого открытия. Он будет множить трупы до тех пор, пока не закончатся либо люди, либо деньги на их привлечение, либо он сам. В чем теперь выбор-то состоит? Между тем, что война будет продолжаться, и тем, что она будет продолжаться, но Путин бесплатно подвинет фронт немного вперед? Нет варианта, что Путин остановится. И нет варианта, что он возьмет силой то, что ему не отдадут по-хорошему. Все останется как есть. А если все останется как есть, то совершенно непонятно, о чем, собственно говоря, можно вести переговоры с Путиным. Переговоры могут Путину помочь в смысле продвижения туда, куда он точно не дошел бы, но абсолютно точно не могут войну остановить. Если отдать Путину какие-то территории, мясные штурмы просто географически переместятся немного западнее. Немного западнее будут бесконечно воспроизводиться трупы. Добьется ли Путин этим военной победы? Очевидно, что нет. Перестанет ли он атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру и терроризировать мирных граждан в их домах? Тоже нет. Почему европейские лидеры больше не вовлекаются в переговоры так, как прежде, через раз анонсируя скорый мир? Почему только администрация Дональда Трампа осталась субъектом переговоров? Потому что администрации Трампа сейчас любой инфоповод лучше, чем то, что происходит у них дома. Договариваться с Путиным, судиться с Гарвардом, кошмарить Миннесоту, захватывать Гренландию. Абсолютно все лучше, чем обсуждать сексуальную эксплуатацию детей в файлах Эпштейна. Да и в эти переговоры Трамп вложил уже слишком много, чтобы просто сказать «я ошибся, не надо было и начинать». Для тех же политиков, кто не настолько погряз в адовом компромате, кому не до такой степени нужен любой вообще инфоповод, им переговариваться с Путиным просто не о чем. Европейским политикам имеет смысл реформировать свои армии, укреплять оборону, всерьез готовиться к возможному вторжению. Но всерьез обсуждать, что Путин может захватить что-то важное, если не отдать ему важное это самим, можно только в том случае, если ты слабо связан с реальным миром, слабо понимаешь, что вообще происходит, но очень хочешь Нобелевскую премию и внимание.
Бесконечное вранье о Купинске демонстрирует, что Путина бессмысленно воспринимать как субъект переговоров. Он зло, которое убивает людей. При этом он зло достаточно бессильное. Нельзя ожидать, что зло это рано или поздно окажется в Киеве, захватит Украину и уже с этого плацдарма ломанется дальше в Европу. Но можно ожидать, что не получив искомых результатов в Украине, зло это попытается получить какой-то результат в странах Балтии. Война в Украине вполне однозначно проиграна. На этом фронте Путин уже ничего нового не покажет. Видимо, в этом одна из причин резкой перемены в риторике европейских лидеров, которые мы слышали в Давосе. Быть продолжением внешней политики США, заниматься умиротворением Путина и ублажением Трампа не только унизительно, но просто бессмысленно. На украинском фронте Путин навсегда застрял в ситуации, когда он пытается весь мир убедить, что взял Купинск. Но пытаться убедить самого Путина в том, что нужно остановиться, не брать Славянск, Краматорск, Одессу, Харьков и Киев, не имеет никакого смысла, потому что там он не окажется никогда. Единственное, что смысл имеет, защищать тех, кого Путин считает своей естественной жертвой. Защищать себя и своих союзников в Европе. В Украине Путин слаб. Столкнувшись с ВСУ, он навсегда застрял в Купинске-узловом и окрестностях. Но для Европы он реальная угроза. Взять Таллин и Ригу для него реальнее, чем Славянск с Краматорском. С этим надо что-то делать. Но рассуждения о том, что Путин в Украине остановится или победит, одинаково не имеют связи с реальностью. До завтра.